Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, продолжаем тему «Загробный мир». Сегодня у нас 30-й выпуск. Еще раз напоминаю, что написать нужно вопросы свои «Мир мертвых», ваши вопросы. Но, если честно, настолько мне это уже надоело, что под роликом закреплю ссылку, под которым можно задавать вопросы. Чего я раньше не догадалась, но хорошая мысля приходит опосля. Настолько уже устала вот читать везде, даже под этим роликом. Я уверена, что опять напишут, даже не послушав, о чем речь. Так нельзя делать. Нельзя. Такие люди в своей жизни ничего не поменяют никогда. Потому что они не просто невнимательные. Понимаете, чтобы что-то поменять, чтобы вылечить болезнь, нужно знать об этой болезни все. Нужно пойти к врачу, нужно обследоваться, нужно полностью понять, чем ты болеешь, тогда вылечишься. Чтобы исправить ситуацию в своей жизни, нужно изучить, что можно сделать, чтобы исправить. Кому что помогало в этой ситуации, кто как справился. Изучите это прям досконально, после чего взяться за эту проблему и решить. А люди, которые даже читать не хотят или слушать не желают, где там чего надо писать и как, ну как эти люди в дальнейшем в других вопросах в своей жизни будут справляться? Они же... Обычно такие люди ходят к гадалкам, там, жить мне с Васей или не жить. Они не способны принимать какие-либо серьезные решения в своей жизни и хотят, чтобы за них другие решали всю жизнь, понимаете? Так, начнем. Так, здравствуйте, уважаемая Инга. У меня есть 3 двоюродные сестры. Сын младшей сестры в 20 лет сделал себе на груди тату беса, а на руке тату черта. Как он мне показал, у меня аж ноги подкосились до того. Они были страшные. Я воскликнула. Что ты наделал? Ты беду накликал. И вот в 2019 году старшей сестры внезапно умирает муж, 57 лет. Через полгода внезапно умирает другая двоюродная сестра, 56 лет. В 21-м у старшей сестры умирает сын, 38 лет. В 2024-м у ее снохи 8-месячный ребенок в утробе умер. В 2024-м у средней сестры сын умирает, 39 лет. 2 племянника не дожили до 40 лет и не были женаты. В течение 5 лет 5 смертей. И все внезапно. Мне до сих пор не дают покоя. И это тату, насколько раз просила племянника убрать их, а его мать, моя сестра, говорит, что ничего страшного, но факты налицо. У меня тоже после, в общем, не буду говорить болезни, обнаружили онкологию редкой формы. Мне, конечно, никто не верит, но все же... Но все сейчас ждут, кто следующий. Я уже не хочу вмешиваться, но у меня тоже семья, может, я не права, может быть, так суждено было произойти, но странно как-то. Молодые люди, полны планов, сил, внезапно умирают. Пожалуйста, если можно, посоветуйте, что в такой ситуации сделать. Вот послушайте меня. Татуировки, они очень, на самом деле, непростые символы, зачастую очень опасные. И люди испокон веков татуировки вообще себе рисовали, прокалывали, что там делают. Как правило, власть имущие, жрецы. И эти татуировки имели особый символизм, значение. Просто так нельзя было что-то делать, все, что в голову придет. В тюрьме, например, за каждую татуировку могли спросить. Если человек проколол себе татуировку вора в законе, могли его заставить просто дать ему полчаса, нож, и сказать, чтобы через полчаса этой татуировки не было у тебя на руке. Понимаете, вот такие жестокие вещи происходили, и люди шли на это, чтобы спасти свою жизнь. Татуировки очень многое могут поменять в судьбе человека. Не просто так в исламе, когда хоронят людей, вырезают из тела татуировки, вырезают искусственную грудь,
То есть все, что инородное, не свое, его не должно быть на теле человека. Тело человека – это храм, это его храм. Уважая богов, почитая их и выражая им благодарность за свою жизнь, которую они нам дали, мы ухаживаем за своим телом. Любовь к своему телу – это прежде всего благодарность богам за жизнь, которую они нам дали. За облик земной, который они нам дали. У каждого из нас свой облик. Мы не выбираем, нас не спрашивают. Мы голубоглазые будем рождаться, черноглазые, синеглазые, высокие, низкие. А может, кто-то карликом родится, всю жизнь так будет жить. Каждому из нас дают то тело, которое не то, что там заслужили, а то, что положено и должно быть при твоей жизни. Есть одно «но». Я говорила и повторяюсь. В основном сильный род, он получает привилегию в том, что у него рождаются красивые дети. Вот если вы обратите внимание, тут даже дело не в алкоголизме или там в чем-то еще, если дети рождаются не очень. Но вот род, вот люди злые сами по себе, злобные, нехорошие. И если вы посмотрите на их детей и внуков, прям как на подбор некрасивые. Такие абсурдные черты лица, отталкивающая внешность, вперед наступающая такой крысиная морда, глаза такие выпуклые, как у рыбы, неприятные. И дети рождаются какие-то у них не очень. Потому что когда говорят, ну, ребенок, он ребенок, да ладно, хватит врать. Не каждый ребенок притягивает взгляд. Если ребенок хочется взять, расцеловать за красные щечки, а если ребенок отталкивает, неприятный. Хоть он тоже ребенок, ну, не больной, не калека, а ребенок, да. Ну, смотришь на него, он какой-то такой неприятный, с какой-то дыневидной головой, какой-то не такой. Ну, ребенок, да, конфету подаришь, если там поздороваешься, там поиграешь, куклу дашь для, как бы, вежливости. Ну, никакой особой любви нету. А если ребенок прям отпускать не хочется, как у нас говорят, сейчас скажу, маленькое тесто, хочется месить весь день, понимаете? Так что это тоже дано. Красота человеку, красота роду – это благословение, это за что-то хорошее дается. Красивые люди в роду рождаются с правильными чертами лица, благородные черты, прямые черты. Это, как правило, благословение роду. Так вот, татуировки. Я почему сказала про внешность? Что наша внешность, она нам дана как награда. Мы пришли в этот мир, нам дали возможность жить судьбой человека. Когда душа приходит, рождается здесь все избранные души, начиная от бомжа и заканчивая королями. Сюда приходят избранные души. Их отправляют сюда, знаете, как на переквалификацию. И когда они умирают и уходят, вот сущности, к которым мы пришли как сущности внутри тела. И уйдем как души живых людей когда-то. Мы получим особые привилегии. Чтобы получить особое место в мироздании, в вечности, нужно пройти этот экзамен, родиться человеком. И я вас уверяю, что не все хотят прийти и рождаться человеками, потому что те души, которые возвращаются и говорят, что в этом мире происходит, они общаются так же, как мы с вами, как в нашей жизни. В нашей жизни есть ворчливые люди, есть плаксы, которым вечно все плохо. Есть люди-оптимисты, которые ничего, будем бороться, прорвемся. И точно такие же души уходят отсюда. И какая-то душа там рассказывает о том, что замечательно, красиво, природа, горы, реки. Вам стоит это увидеть. А какая-то душа говорит, ой, страшное место, все подлые, друг друга обманывают, убийства, войны, нафиг, не рождайтесь. Понимаете? Поэтому кто что видит, кто какой. Так вот,
Почему наше тело наш храм? Почему даже за убийство не было такого сурового наказания в древние времена, как за проституцию, как за прелюбодействие? Потому что убийство происходило вне твоего тела. И даже если, может быть, ты был виноват, поддался гневу и это сделал, ты наказывался. Но то, что происходило с твоим телом, то есть внутри, ты заморал, испачкал тот храм божественный, который тебе дали при рождении, понимаете? Вот поэтому, хотя я считаю, что женщины, которые себя продают, они никому не мешают, и мне в том числе не мешают никак, это их личная жизнь, но там вот этот божественный закон, кон мироздания, он совсем по-другому работает и по-другому смотрит на эти вещи. Это наш храм. Мы обязаны за этим храмом следить. Мы обязаны, насколько возможно, продлить молодость. Не медикаментами, а продлить молодость тем, что в какой-то определенный момент своей жизни ограничивать себя в каких-то продуктах. Мы обязаны содержать в чистоте. Обязаны лечить, если мы болеем. Почему считается, что человек, который знает, что он болеет и намеренно не лечит себя, он точно так же убивает себя. И это тоже может быть чревато наказанием. И еще мы обязаны думать о том, что мы колем на свои руки, на кожу, неважно куда. Я, например, это не приемлю. И не понимаю людей, которые, ну, как бы занимаются магией, и все их тело, как будто они отсидели от звонка до звонка, не знаю, по самым страшным статьям. Эти татуировки могут очень сильно повлиять и на твое видение. Они могут блокировать определенные, знаете, такие силовые поля внутри человека. Поэтому человек, если занимается магией, он все-таки с очень большой опаской относится к татуировкам и к символизму. Далее. Символы смерти, демонов, черепа, змеи и так далее. Какие-то иероглифы, какие-то знаки, какие-то печати, печати демонов, печати каких-то значит, агрессивных сущностей, печати темных богов. Это все очень, очень чревато. Даже нарисовать дома, хранить чревато. А тут на теле твоем. На теле это значит, оно все время... Понимаете, почему? Что такое татуировка? Зачем кололи? Например, татуировка – символ власти, который кололи в древние времена определенные культуры, цари и так далее. Та же алтайская принцесса, у нее все тело в татуировках. Это говорит о том, что она была из царского рода. Если кто не знает, откройте, посмотрите, кто она была. Мумия, которую нашли и так назвали условно алтайская принцесса. Так вот, эти знаки, они питаются энергией человека, его силой, его жизненной силой. И все время активизируется. Вот проколол человек себе знак удачи денег. Ну вот он считает, что он все время активизируется, потому что живое тело, и это притягивает ему удачу и денег. Может притянуть удачу и деньги, а может притянуть нечто плохое. Я знала людей, которые сделали себе символ богов, спросили у меня после. Я не совсем, скажем так, некоторые одобрила, потому что это были темные боги, это был Чернобог, Мара, еще кто-то. Но меня никто не услышал, и эти люди погибли. То есть вот эти символы проколотые, они их не спасли, им не помогли, понимаете? Мог бы быть ваш племянник причиной этих смертей. Непосредственной причиной он, может, и не был. Может, он
может, не эти татуировки стали причиной того, что вот это все происходит. Просто есть такая вещь, знаете, когда совпадение слишком часто, это уже не совпадение, случайности не случайны. Но поскольку все умирающие, уходящие по его крови родственники кровные, отец, тетка, брат, значит, еще кто-то, племянник маленький. Это все по крови с ним связанные люди. Это говорит о том, что этот молодой человек открыл дверь в мир смерти. Если в семье умирает 4 человека, 4 угла дома, 4, значит, стороны света, перекресток, дверь состоит из 4 частей, то есть эта семья, этот род уже стоит на перекрестке смерти. Вот один умер, два. Когда человек уходит, за ним обязательно уходит еще 2 обязательно. Вот 3 должны уйти. Если вы заметили, кто-то умрет в семье, обязательно за ним. То ли еще бабушка, то ли еще какой-то родственник, или кошка и собака. Но обязательно 3 уходят. Всегда. Друг за другом. Ну, например, вот может умереть, скажем так, хомячок. Купили вот хомяка, там он жил некоторое время, все были рады, а потом он умер внезапно. Через некоторое время собака умирает. Хотя и не старая, просто вот внезапно заболел или умер. Потом кот ушел следом. И вот друг за другом 3 смерти случились. Это норма. Это по законам потустороннего мира, это норма. Так случается. Просто смерть, на самом деле, никогда не приходит одна. Ну, никогда. Всегда за ним кто-то уйдет. Либо этих родственников вы знаете, либо не знаете, но они умирают. Но когда 4-й человек умирает, открываются двери смерти. И будет тянуть и тянуть. Вы сказали, за 5 лет умерло 5 человек. Обычно за 9 лет умирает 9 человек. Оно может сразу умереть в течение 5 лет, а потом уже... Но за 9 лет 9 человек обязательно уходит. Значит, что сделал этот молодой человек? Он же не просто так пошел и проколол себе эти татуировки. Скорее всего, он увлекается какой-то оккультным каким-то течением, какой-то субкультурой. И, скорее всего, он не просто проколол. Там ему сказали, для чего это надо делать. Что-то там надо начитать этим силам, чтобы они принесли удачу в дом и так далее. А может, дали ему власть, может, дали силу. Тем самым он позволил этим силам прийти в его жизнь. Вы знаете, если бы муж вашей сестры это сделал, это не столь страшно. Более страшно, что ребенок сделал, потому что по его крови все пошло. Мы должны очень внимательно быть к своей плоти. Потому что наша плоть, она не только нам принадлежит. Это плоть наследия от нашего рода, от наших предков, бабушек, дедушек, родителей. Потом наши дети, продолжение этой плоти и крови. И когда мы со своей плотью что-то делаем, мы должны думать о том, что это все касается нашей крови, то есть кровного родства, кровной связи, генетики. Оно может пойти дальше. Вот почему я говорю иногда, что ведьме необходимо все время помнить о своей защите, чистке, для того, чтобы через нее были защищены ее дети, ее родные, близкие, потому что они по крови связаны. Вот почему, когда мать делает ритуалы на удачу, и у сына, и у мужа, у всех начинает получаться все, потому что они по крови связаны. Ну, муж это по закону супружества, а дальше уже по крови связаны. Мне часто женщины пишут, что они делали ритуал, а у матери там дела пошли хорошо, она там бизнесом занимается, еще кто-то у сына все стало хорошо. Почему? Потому что люди связаны по крови генетически.
Они все связаны между собой. Этот мальчик, скорее всего, увлекся оккультными какими-то течениями. Это не просто так он пошел и сделал себе татуировки, черта, бесов и так далее. Он, скорее всего, этим занимается. Он в это окунулся и открыл дверь для всего рода, двери смерти. К большому сожалению, если только он придет и попросит, только тогда я могу помочь. Пока он это не сделал, я не смогу вмешаться туда. Понимаете? И отдельно каждый человек из семьи ваших сестер, братьев не придут ко мне. Кто-то в это верит, кто-то в это не верит. И вам придется смиряться с тем, что дальше будут уходить. Да, это возможно. Поэтому детям своим говорите, учите. Ничего нельзя делать. Некоторые там колят Богородицу, и этого нельзя делать. Никакая сила, никакое силовое поле не должно находиться на вашем теле. Это чревато. Все меняет судьбу, все переворачивает вверх ногами. Все до такой степени меняет, что вы даже не представляете. Как будто вас вот с этой точки вот так взяли, как котенка, за шкирку и положили в другое место. Абсолютно. Вокруг вас все начинает меняться и в хорошую, и в плохую сторону, смотря как сработает эта татуировка. Рассказ следующий. Здравствуйте, Инга. Спасибо вам за ваш труд. В день отъезда моего были стуки в входную дверь. Дома была мама. Ровно через неделю, как прилетела, я еду с друзьями к морю. Море было немного с волнами. Пошли купаться. И тут начали подниматься волны. Всех накрыло волной. Я попыталась встать, но тут же по затылку ударила второй волной. И в этот момент я почувствовала слабость. И то, что не могу встать. В этот момент я как будто очутилась вообще в другой стране. Я сижу на белом коне, рядом люди на конях и в доспехах в поле, как будто мы собираемся на битву. После картинка сразу поменялась, я в больнице сижу одна, вижу мужчину, мертвого, на каталке. В моменте я понимаю, что он утонул. Смотрю на него, а потом он мне говорит: «Вставай». Еще приподнялся и громко крикнул 2 раза: «Вставай». В этот момент я встала со стула, как очнулась, и почувствовала снова воду. Попыталась встать и прям почувствовала, что меня кто-то вытягивает. В этот момент море было спокойное. Я очень долго думала, кто помог и что было, но в молодом возрасте умер дедушка, он утонул. Спасибо. Ну вот, во-первых, вы ответили на свой вопрос, что только утонувший человек мог понять, что с вами произошло. Вы не относитесь к воде легкомысленно. Многие умные головы, в кавычках, много было таких кадров, когда они с моста прям сиганули в воду и ударились, и потеряли сознание. По-моему, даже кадры были, где в Волгу друг за другом прыгают, как идиоты, и все погибли. Идиоты, потому что когда один погиб, второй, у третьего должны быть мозги. Вода, она имеет вес. Вода не воздушное там пространство, вода не туман. Вода имеет вес, и много воды имеет много веса, естественно. И когда из очень большой высоты человек прыгает в воду, он ударяется, как об асфальт. Он ударяется, как об асфальт, и от этого удара он теряет сознание. И, следовательно, он не может уже сопротивляться волнам, и даже если он очень хороший пловец, он утонет. Вот когда море, значит, поднимает волны, надо не рисковать и никогда не думать, что со мной ничего не будет. Ну, вода же, что там, вода убьет? Да, вода убьет, вода может ударить, как камень по голове. Потому что, еще раз говорю, вода имеет вес. Оно не воздушное что-то. Вас ударило по голове, и то, что вы увидели себя на коне, и там воины рядом и прочее, что это произошло с вами? Вы попали в параллельную реальность. Я вам расскажу один случай. Во время стресса в такой момент человек попадает в параллельную реальность. У женщины дочь умерла в больнице,
больнице Боткина. Значит, долго они воевали с онкологией. Ну, в общем, умерла она. И когда вышел врач и сказал, что она умерла, эта женщина, просто не помня себя, вышла на улицу и начала просто бродить, идти. А там старая часть Москвы находится. Она просто начала идти в никуда, видимо, от стресса, от этой внутренней боли, не зная, куда себя деть. И внезапно увидела, что она находится посреди тротуара, что вот едут лошади с повозками, люди по-старомодному одетые проходят. Причем проходят, как бы видите, что она стоит, но никакой реакции на нее нету, они просто идут. Она сначала подумала, что там какой-то фильм снимает, она попала в какую-то площадку фильма. И говорит, у меня в голове, то есть в голове, в мозгу, хотел сказать, сбилась. В голове промелькнула мысль, что сейчас режиссер подойдет и скажет: женщина, что вы тут делаете? Мы тут фильм снимаем, а вы нам мешаете. Это продлилось доли секунды. И потом это все исчезло, и она оказалась на том же месте, где, то есть улица, машины едут, современный город. Человек может выйти на балкон. Я об этом говорила в своей лекции. Не помню, как называется, по-моему, попросить у Вселенной подсказки. Вот мне столько лекций, что я уже и не помню, как назвала. Человек может выйти на балкон, покурить утром, посмотреть и увидеть, что вместо их села что-то другое, непонятное что-то, какое-то другое место, старые дома, какие-то там лошади, эти люди в старых одеждах ходят. И он думает, что такое, я перепил, что ли? Закрыл, открыл глаза, так прищурился. Все обратно вернулось, тоже село, те же люди, все знакомо. Хрономиражи, разломы временные. Наша Вселенная, она сохраняет все события, которые произошли. Вот мы сейчас с вами разговариваем, вот этот разговор тоже сохранится. Может быть, через лет 200-300 на моем месте или здесь где-то человек будет чем-то заниматься, и вдруг вот моя лекция ему послышится, и он в ужасе побежит, думая, что это привидения тут ходят. Почему? Потому что как кинолента она, значит, записывает это все и сохраняет слоями. Но есть и параллельная реальность, в которых тоже есть жизнь. Вы знаете, мы, когда ложимся спать, наша душа выходит, она путешествует в астральных мирах. Иногда мы оказываемся в параллельных мирах. В нашем доме есть параллельные измерения. Это как в доме у Воланда, да, мастера Маргарита. Там вроде квартира, а оказалось, что целый замок, и там аж бал у сатаны произошел. Это все реальность, это все существует. Просто потом параллельный мир скрывается, и мы оказываемся в нашем мире. Иногда бывает перед глазами человека, знаете, как замедленный фильм, как в голливудских фильмах, там замедленный, когда там человек бежит или стреляют, и он падает, вот это замедленный кадр. Такое бывает. Такое у многих людей было. Сидит, например, в машине. Ему кажется, что впереди, как замедленный кадр, там собака побежала. И он в ужасе нажимает на педаль. Оказывается, собака уже далеко, а тебе кажется, это доли секунды. Иногда, стоя, значит, перед светофором, ощущение, как будто ты назад едешь. У человека ужас. Вот этот ужас мне знаком. Я понимаю, что чувствует водитель, у которого тормоза отказывают. Это жуткий ужас. Это прям пронизывающий, жуткий ужас. Прям холодеет кровь. Стою у светофора, как все, просто стою, нормально, ничего. И вдруг чувствую, что я еду назад. Ощущение полное, что я назад
И у меня такая жуть. Я думаю, сейчас задену кого-нибудь сзади. Нет, я на месте стою. Но чувство было, как будто назад пошла. Вот это ощущение замедленного кадра. В старой Москве постоянно этот навигатор ведет не туда. Все время путаемся. Особенно там Чертановка. Это ж не просто так названо. Чертановка. Особенно где, значит, Фонтанка. Особенно где первая высотка там на Болотной. Значит, Китай-город. В этих местах вообще путается человек. Маленькие узкие улочки – это старая Москва. Так вот, вы оказались в параллельном мире. И оказались в параллельном мире и в тот момент, когда что-то там происходило. И вы ощутили себя там, понимаете? Ваша душа оказалась там, и вам показали, какую роль вам отведут в этом параллельном мире. А то, что ваш дед вас вернул к жизни, да, это да. Ваше предчувствие вас не обмануло. Он утонул, именно он вам помог, вас спас, привел вас в чувство. Оказались вы в ином мире. И вот теперь такому человеку, да, скажи, что это все фигня, это не существует. Человек, который хоть раз ощутил себя вне своего тела или почувствовал параллельные миры, ну, никогда в жизни вы не сможете его переубедить, что нету таинственности, что это всего лишь игра мозга. Невозможно. Игра мозга – это одно. Сон какой-то глубокий – это другое. Какое-то ощущение во сне, что ты реально живешь – это совсем другое. Это не объяснить словами. Никто меня не переубедит, что это игра мозга. Все люди, которые между жизнью и смертью это видели, то оказывались в каких-то иных мирах, то видели своих ушедших предков или на себя смотрели со стороны. Они до конца своей жизни уверены и знают, что есть потусторонний мир, есть мир духов, есть очень много неопознанного, о чем мы еще не знаем и не знаем, как это объяснить. Но это точно не галлюцинации. Так. Доброго времени суток. Спасибо за ваш труд. Многое становится понятно после ваших лекций. Как-то вечером мы с дочкой 14 лет и сыном 2 годика сидели с соседями на скамейке. Дети играли, не хотели домой. Зашла в дом, и электричество отключили. Дети сидели, сын плакал. Я зашла на кухню, хотела накормить их. И тут дети оба начали вопить, орать. Не плакать, а истошно кричать. Выбегаю из кухни, у детей истерика. Показывают в угол. Все-таки материнский инстинкт – великая сила. Я побежала туда. Показывают, и меня обуял дикий ужас. Волосы дыбом, точно было что-то потустороннее. Чтобы успокоить детей, я размахала руками и говорила, что никого тут нет. Но мне показалось, что было что-то. Потом они рассказывали, что это был огромный черный кот со сверкающими глазами. В углу появился, там же и исчез. Лет через 10 оттуда же уже подросший сын с 2 девочками видели, как оттуда появился черный человек в капюшоне. Прошел мимо них, исчез у окна. Они говорили, будто у них... у него были ноги и руки в крови. Потом наша старая соседка рассказала, будто в 43-м году во время войны сын прежних владельцев нашего дома дезертировал и прятался на чердаке, и бомба его там и убила. Дети хотели поскорее забыть увиденное, они до сих пор... До сих пор уже прошло много лет, не хотят вспоминать об этом. Буду вам благодарна, если увидите мое сообщение. Я вам объясню. Скорее всего, он и есть, и он не нашел покоя, поэтому все время беспокоит, но время от времени он будет появляться, и нехорошо, что он там поселился, и что оттуда он не ушел. Это нехорошо. Даже если вы его не видите, но призраки, они привязаны к месту. Вот когда говорят, чем отличается душа от привидения или призрака? Душа человека – это душа умершего своей смертью. Призрак – это умерший не своей смертью, чаще всего. Не все становятся призраками, но призрак
это именно умерший насильственной смертью, то есть не своей смертью. Хотя ни своей смерти не существует, у каждого своя смерть приходит. Но мы так говорим, обозначаем как бы условно, чтобы понять. Это убитые, это после мучения. Могут быть люди, которые долго болели, не хотели уходить никак, но вот ушли молодые, тоже могут стать призраками и прочее. Они привязаны к этому месту. У меня есть ритуал изгнать мертвых из дома. Проведите этот ритуал, и он уйдет, потому что у него уже силы нет, уже прошло очень много лет. Для него это очень тяжело там находиться. Отпустите его душу, и он вам будет благодарен, и у вас в семье наступит мир. Потому что нахождение призрака в доме ничего хорошего не сулит. Некоторые люди говорят, ну он нам не мешает, вроде бы ничего не делает, ну пусть будет. Нет, они забирают вашу энергию, они забирают ваше благополучие. Иногда в семье начинаются ссоры, начинается нехороший период, и потом это продолжается, и постоянно это происходит потом чаще и чаще. Они забирают энергию жизни, энергию удачи. Нельзя им там находиться. Изгоните моей работой. Вот это, и потом можете включить 3 ночи кряду, изгнать зло голосом ведьмы. И после этого он вас не побеспокоит, он уйдет. Я почему дала вам этот ритуал изгнать голосом ведьмы? Потому что моего голоса они боятся. Это уже не первый случай. Я поэтому так массово отдала людям, но люди, когда ко мне обращались, и я им записывала просто на, значит, WhatsApp и отправляла. И они говорили, что происходило. Весь дом ходил ходуном, оживился, а потом закончилось. Некоторые даже слышали звуки, голоса. Потом кто-то во сне пришел. Я помню, женщина из Чечни, она тоже просила помощи. И я ей отправила вот эти голосовые и сказала, включайте дома несколько дней подряд. Она включала, предметы падали, какие-то звуки, какие-то крики. Но я сказала, что надо перетерпеть. Она перетерпела, все это прошло. Ночью во сне к ней пришел джин, назвал свое имя и сказал, я уйду, только, пожалуйста, больше не читай это все. Ну, еще кое-что сказал про меня, то, что только мне, скажем, было предназначено, поэтому я об этом говорить не буду, это будет похвальство и неправильно. Ну, сказал он мне кое-что. Эта женщина не могла этого знать, поэтому я знаю, что это именно та сила, которая ей сказала. Ну, я была приятно удивлена, что он об этом знает, оказывается. Но он ее оставил в покое. Поэтому возьмите сначала, проведите вот эту работу, изгнать мертвого из дома мертвых, а потом изгнать зло голосом ведьмы. Так, здравствуйте, уважаемый Инга. Моя жизнь поменялась кардинально благодаря вашим работам. Но у меня 2 вопроса. У моего отца 2-й ребенок умер при родах. А его 3-й ребенок, я его 3-й ребенок из живых. У меня 2-й ребенок тоже умер. Дочка родилась недоношенной, прожила меньше суток. У остальных детей отца ничего подобного не было. Мы с мужем очень переживали. Через год у нас родился здоровый мальчик. Только муж теперь в тюрьме. Мама моя, что со смертью дочери, что с заключением мужа, считала, что мы это заслуживаем. Я не связываю никак эти события. Есть ли какая-то связь по роду с смертями детей? И как это исправить, чтобы другим детям это не передалось? У нас в семье не живут собаки, не доживают до года. Неважно, что я с мамой брала собаку уже из самостоятельной жизни. В прошлом году взяла щенка беспородного. 5 месяцев она умерла. Похоронили на своем участке, конечно, не стоило. Но я забыла об этом, что нужно хоронить подальше. За прошлый год собаки задрали котенка. Кролик умер прямо перед Новым годом. Очень хочется взять собаку, живу в своем доме. Стоит ли делать какие-то работы, чтобы исправить ситуацию? Поскольку ник написан Стелла, я вам отвечу так. Во-первых, женщина, которая говорит своему ребенку, своей дочери,
что смерть твоего ребенка и тюрьма твоего мужа это заслуженно. Зена меня отвлекла. Так вот, женщина, которая говорит своей дочери, смерть твоего ребенка заслужена. Ладно, там тюрьма заслужена, нет, может сказать такое. Но смерть твоего ребенка заслужена. Такая женщина вообще матерью считаться не имеет никакого права. И меня всегда возмущает, что общество призывает детей, уже взрослых, прощать родителям такое. Мол, ну это же твоя мать. Я просто вот не понимаю. Мать это что, только рожать? А функция рожать, собственно, дано многим людям. Практически каждое живое существо может родить и оставить после себя след, за редким исключением. Это во-первых. Во-вторых, почему у вас так происходит в жизни? Почему ребенок у вас умер? Почему коты и собаки, которые вас любят, умирают? Почему муж, который вас любил, не находится рядом, его даже тоже убрали подальше от вас? Это называется проклятие матери. Ваша мать вас ненавидела, потому что вы родились после умершего ребенка. После ее умершего ребенка. И она все время считала, что вы отобрали жизнь у того ребенка. Что вы живете жизнью того ребенка. Я не удивлюсь, если она вам и говорила в лицо, что лучше бы ты умерла, а не мой ребенок. Или вот он должен был умереть, а ты жить. Разве это справедливо? И эта женщина всю жизнь желала вам плохого, чтобы вы повторили ее боль. Вот ты родилась после него, чтобы ты почувствовала, каково это терять ребенка. Ты живешь, а мой ребенок умер. Зачем ты мне нужна была? Вот у меня же был ребенок. Кому ты нужна? Да кто тебя полюбит? Этот муж ей не нравится, и ваш молодой человек в молодости тоже ей не нравился. Всех она браковала. Да какой нормальный человек на такой дуре, как ты, женится? Да кто на тебя вообще посмотрит? Да ты приползешь к своей матери. Да мать плохого не пожелает. И вот так вот далее и далее. Она вас ненавидела, она вас не любит. Когда мать не любит, у девочки нет благословения в жизни. Это материнское проклятие будет тяготить над ней всю жизнь. И это может дальше пойти. У вашего ребенка может точно так же умереть первенец или второй ребенок, там кто-нибудь из детей. Все живое, что вас любит, вот эта вот ненависть матери убивает вокруг вас. Или убирает подальше от вашей жизни, чтобы вы были всегда одни, одиноки. Потому что она вас не любит. У нее нет благословения. И она с радостью поменяла бы местами вас с тем умершим ребенком. Абсолютно не переживая, что вы живое создание и что вы ее дочь. Это проклятие матери, это очень страшная вещь. И пока она тяготится над вами, к большому сожалению, вам и собак не нужно заводить, и кошек не надо. Все живое вокруг вас будет погибать. И это может передастся и дальше вашим внукам, правнукам и так далее. Потому что проклятие матери – это абсолютно неустроенность личной жизни дочери. Даже мужчина, который вас полюбил и пришел, даже этот мужчина был убран подальше от вас. Пусть он есть, но его нет рядом. Что есть, что нет. Вот, собственно говоря, что у вас в жизни. А на сегодня мы с вами завершим.
Конечно, я буду продолжать снимать. И опять же, внизу все-таки ссылку закреплю, потому что я так устала постоянно говорить, постоянно, где попало, видеть вопросы. Чтобы этого не случилось, теперь буду ссылку оставлять внизу. А пока что прослушайте эти ответы, и я думаю, что они вам очень многое прояснят и будут полезны для вас. Всем удачи!